Какое животное на планете способно выжить после укуса самой ядовитой змеи в мире и даже не заметить этого? Ни орел, ни мангуст, ни варан. Обычный медоед весом 4 килограмма вступает в схватку с тайпаном, чей яд убивает человека за 20 минут, получает укус и через несколько часов снова ищет еду. Его кожа настолько толстая и рыхлая, что змеиные клыки просто не достают до жизненно важных органов, а в его крови работает мутация, которую ученые обнаружили только у него и у некоторых свиней. Это не легенда и не преувеличение, это задокументированные случаи из Африки, Индии и Австралии. Сейчас ты узнаешь, как именно этот зверь побеждает. В 1988-м зоолог Дин Ворнер наблюдал в Ботсване, как медоед схлестнулся с капской коброй длиной почти 1,5 метра. Кобра ударила первой. Клык вошел в шею медоеда. Зверь дернулся, отступил на несколько шагов, затем лег на бок и перестал двигаться. Ворнер решил, что все кончено. Через 40 минут медоед поднялся, отряхнулся и доел кобру. Этот случай не уникальный, он типичный. Механизм устойчивости медоеда к яду работает сразу на нескольких уровнях, и каждый из них по отдельности уже был бы впечатляющим. Вместе они делают этого зверя практически неуязвимым для любой змеи на планете. Первый уровень. Кожа. Она толще, чем у большинства животных сопоставимого размера, и при этом необычно рыхлая. Медоед буквально болтается внутри своей шкуры. Ее можно оттянуть на несколько сантиметров от тела. Когда змея кусает медоеда, клыки пробивают внешний слой, но до мышц и сосудов часто просто не достают. У капской кобры длина клыков около 8 мм. У медоеда толщина кожи на шее и спине от 6 до 9 мм. Математика говорит сама за себя. Второй уровень. Мутация в рецепторах. Именно здесь начинается настоящая биология. Нейротоксины, которые содержатся в яде кобр, мамб и тайпанов, работают по одной схеме. Они связываются с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами в нервных клетках и блокируют передачу сигналов. Мышцы перестают получать команды от мозга. Сначала останавливается дыхание, затем сердце. У человека этот процесс занимает от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от дозы и вида змеи. У медоеда эти рецепторы изменены. Конкретная точка на белковой молекуле рецептора, к которой присоединяется токсин, имеет другую форму. Нейротоксин просто не может зафиксироваться. Он попадает в кровь, циркулирует по телу и выводится, не причиняя нейрологического ущерба. Именно поэтому медоед после укуса кобры теряет сознание, яд все же частично действует через другие механизмы, но не умирает и восстанавливается за несколько часов. Эту же мутацию обнаружили у европейских ежей, у некоторых видов свиней и у мангустов. Все эти животные в ходе эволюции независимо друг от друга пришли к одному и тому же решению – изменить форму рецептора так, чтобы яд не мог к нему прикрепиться. Биологи называют это конвергентной эволюцией. Разные виды, разные континенты, одинаковый результат. Третий уровень – поведение. Медоед не просто выживает после укуса. Он использует кратковременное отравление как тактический прием. Получив дозу яда, зверь отступает, пережидает несколько часов в безопасном месте, а затем возвращается к добыче. Змея к тому времени либо никуда не ушла, либо медоед просто доедает то, что осталось. В кенийском заповеднике Масаи Мара егери фиксировали одного медоеда, который за одну неделю трижды был укушен разными змеями и каждый раз возвращался доедать их туши. Отдельная история. С пчелами. Медоед разрушает ульи диких африканских пчел, которые считаются одними из самых агрессивных насекомых в мире. Тысячи пчел жалят его одновременно. Густая шерсть защищает большую часть тела, но морда и лапы все равно получают сотни укусов. Медоед просто ест мед, пока пчелы продолжают жалить, потом уходит и несколько часов отдыхает. Затем возвращается доедать. Именно сочетание трех факторов – механической защиты кожи, мутации рецепторов и полного игнорирования боли – делает медоеда тем, чем он является. Не самым сильным, не самым быстрым, не самым большим. Просто животным, которое невозможно убить теми методами, которыми природа убивает всех остальных. В 2005-м группа молекулярных биологов из Тайваньского национального университета опубликовала исследование, которое перевернуло понимание того, как именно работает устойчивость к нейротоксинам. До этого момента ученые предполагали, что иммунитет медоеда объясняется какими-то особыми белками в крови, нейтрализующими яд. Анализы показали другое. Команда взяла образцы нервной ткани медоеда и сравнила структуру его никотиновых ацетилхолиновых рецепторов с рецепторами крысы, кошки и человека. В одной конкретной точке позиция 133 в альфа-субъединице рецептора. У медоеда стоит аспарагин вместо аспарагиновой кислоты. Разница в одну аминокислоту.
Именно эта замена меняет электрический заряд участка связывания настолько, что альфа-нейротоксин змеи теряет способность зафиксироваться на рецепторе. Токсин буквально соскальзывает. Чтобы проверить гипотезу, исследователи создали искусственные рецепторы с этой же мутацией и поместили их в клеточную культуру. Затем добавили яд тайпана, самой ядовитой сухопутной змеи планеты. В клетках с обычными человеческими рецепторами передача нервных сигналов остановилась в течение нескольких минут. В клетках с модифицированным рецептором сейчас ничего. Сигналы продолжали проходить в штатном режиме, как будто яда не существовало. Тайпан заслуживает отдельного упоминания. Его яд содержит тайпоксин, нейротоксин, который в 50 раз токсичнее яда кобры. Одна доза, которую тайпан впрыскивает за один укус, теоретически способна убить 100 человек. Время смерти без антидота – от 30 минут до 2 часов. Медоед встречает тайпана в Австралии и охотится на него так же, как на любую другую змею. Прижимает голову к земле, не дает развернуться для удара, кусает за основание черепа. Параллельно с тайваньским исследованием японские биохимики изучали мангуста и обнаружили идентичную мутацию в той же позиции рецептора. Причем линия мангуста и линия медоеда разошлись в ходе эволюции около 50 миллионов лет назад, задолго до того, как современные виды ядовитых змей вообще появились на планете. Это означает, что мутация возникла независимо дважды в ответ на давление разных змей на разных континентах и оба раза привела к одному результату. Европейский еж демонстрирует третий независимый случай той же мутации. Еж устойчив к яду гадюки, основной ядовитой змеи Европы. Механизм тот же самый, измененный рецептор, к которому нейротоксин не может прикрепиться. Свиньи, которых также проверяли на устойчивость к змеиному яду, показали частичную мутацию в том же участке. Отсюда их известная способность выживать после укусов гремучих змей, которые для собаки сопоставимого размера смертельны. Что делает случай медоеда исключительным на фоне всех этих животных? Полнота защиты. У ежа мутация работает только против определенного класса нейротоксинов. У мангуста защита эффективна против кобр, но тайпан или черная мамба все равно представляют для него серьезную угрозу. У медоеда мутация в сочетании с толщиной кожи и физиологической выносливостью создает защиту широкого спектра. Ни одна документально зафиксированная встреча медоеда со змеей не закончилась гибелью медоеда от яда. Фармацевтические компании заинтересовались этой мутацией в 2010-е. Если синтетически воспроизвести измененный рецептор или создать молекулу, которая блокирует точку связывания токсина у человека, это открывает возможность для универсального антидота против нейротоксичных змеиных ядов. Несколько лабораторий в США, Австралии и Бразилии ведут работу в этом направлении. Медоед, сам того не зная, может стать источником препарата, который ежегодно спасал бы десятки тысяч жизней. Именно столько людей умирает от укусов змей каждый год по всему миру. Медоед находит змею не случайно. Он ее ищет. Запах добычи он улавливает под землей на глубине до 30 сантиметров, раскапывает нору передними лапами с когтями длиной до 25 миллиметров и вытаскивает змею наружу, прежде чем та успевает занять оборонительную позицию. Именно лишение змеи пространства для маневра – первый тактический прием медоеда. Капская кобра, которую чаще всего фиксируют в схватках с медоедом на видео, реагирует на угрозу подъемом передней части тела и раскрытием капюшона. Эта демонстрация, рассчитанная на то, чтобы противник отступил. Медоед не отступает. Он делает обманное движение в сторону, заставляет кобру совершить ложный бросок, и в момент, когда змея тянется вперед и ее голова находится в нижней точке траектории, медоед уходит под удар и хватает кобру за шею у самого основания черепа. Скорость этого маневра составляет доли секунды. Кобра не успевает перегруппироваться. Челюсти медоеда смыкаются с давлением, достаточным, чтобы раздавить позвонки. Укус в основание черепа – не случайный выбор. Это единственное место, где мгновенное повреждение нервной системы гарантирует, что змея не сможет ударить повторно. Медоед, судя по всему, понимает анатомию противника. В 2016-м в южноафриканском заповеднике Крюгера егерь Брайан Хаддлстон снял на камеру схватку медоеда с черной мамбой длиной 2 метра 80 сантиметров. Черная мамба – самая быстрая змея в мире, скорость движения до 20 км в час, яд убивает человека за 20 минут. Медоед весил около 10 килограммов, мамба – около 1,5. Мамба атаковала первой. Она нанесла 3 удара за 4 секунды. Все 3 попали в голову и шею медоеда. После 3-го укуса медоед замедлился, его движения стали менее координированными. Яд начал действовать. Мамба попыталась уйти. Медоед не дал. Он двигался уже заметно хуже, но продолжал блокировать отступление змеи, прижимая ее к земле всем весом тела. Через 7 минут после начала схватки мамба была мертва. Медоед лежал рядом с ней без движения.
Хаддлстон ждал. Через час 20 минут медоед поднялся и начал есть мамбу с головы. Эта последовательность — получить смертельную дозу яда, потерять координацию, но не выпустить добычу, потерять сознание, восстановиться и доесть — повторяется в задокументированных случаях снова и снова. Медоед не паникует от яда. Его нервная система воспринимает отравление как временное неудобство, а не как сигнал опасности. Отдельная тактика применяется против змей, способных к активному сопротивлению на протяжении долгого времени. Питон, например, слишком велик, чтобы убить его одним укусом в голову. Медоед атакует питона многократно, нанося укусы в разные части тела, пока змея не ослабеет от потери крови. Схватки с крупными питонами длиной более 3 метров длятся до 40 минут и заканчиваются в пользу медоеда. Крокодилы — отдельная история. Медоед не охотится на взрослых крокодилов, но молодые особи длиной до метра входят в его рацион. Тактика та же. Атака сзади. Укус в основание черепа, быстрое умерщвление до того, как жертва успевает использовать свои защитные механизмы. Единственное, что действительно останавливает медоеда в схватке, это размер противника, который физически не позволяет нанести решающий укус. Взрослый лев или леопард представляют для медоеда реальную угрозу не потому, что медоед не способен причинить им боль, а потому, что убить их одним укусом невозможно. В этих случаях медоед использует последний резервный механизм защиты. Анальные железы, выделяющие секрет со запахом настолько интенсивным, что большинство хищников прекращают атаку. Несколько задокументированных случаев показывают, как леопард, прижавший медоеда к земле, отступал после того, как получал дозу этого секрета в морду. Не каждая встреча начинается с атаки медоеда. Габонская гадюка, одна из самых толстых змей Африки, способна нанести удар раньше, чем медоед успевает занять позицию. Длина ее клыков достигает 5 сантиметров. Рекорд среди всех ядовитых змей мира. Такой клык пробивает кожу медоеда насквозь и доставляет яд прямо в мышечную ткань. Габун Вайпер не использует нейротоксин, ее яд гемотоксичен. Он разрушает стенки сосудов и вызывает внутреннее кровотечение. Это единственный тип яда, против которого мутация рецептора медоеда не дает защиты. Гемотоксин работает иначе. Он не блокирует нервные сигналы, а атакует клетки крови и ткани напрямую. Медоед, получивший укус габонской гадюки, оказывается в ситуации, где его главное биологическое оружие бесполезно. Тем не менее, зафиксированные случаи показывают, медоед выживает и после этих укусов. Причина — исключительная скорость его метаболизма. Печень медоеда нейтрализует токсины с такой скоростью, которая у большинства млекопитающих просто невозможна. Точные биохимические механизмы этого процесса до сих пор не описаны полностью, но результат задокументирован. Медоед переносит дозы гемотоксина, смертельные для животных в 5-6 раз крупнее него. В Индии медоед регулярно сталкивается с очковой коброй, видом, ответственным за наибольшее число смертей от укусов змей на планете. Ежегодно очковая кобра убивает от 15 до 20 тысяч человек только в Индии. Когда та же кобра кусает медоеда, сценарий стандартный. Медоед получает укус, теряет координацию на несколько часов, восстанавливается. Местные жители в штате Раджастан наблюдают эти схватки регулярно и давно перестали воспринимать их как нечто необычное. Королевская кобра, крупнейшая ядовитая змея в мире, длина до 5,5 метров, представляет для медоеда другой тип угрозы. Королевская кобра питается преимущественно другими змеями и обладает исключительно высоким интеллектом по меркам рептилий. Она не атакует немедленно, она оценивает противника. Встречи королевской кобры и медоеда в дикой природе редки, но зафиксированы в Индии и Мьянме. В обоих случаях кобра отступала после первого контакта с медоедом. Биологи предполагают, что у королевской кобры есть поведенческий механизм распознавания противников, которых не стоит атаковать. Австралийский тайпан, о котором уже шла речь, добавляет к картине еще один элемент. Тайпан исключительно быстр. Скорость броска сопоставима со скоростью кобры, но при этом он наносит не один укус, а серию из нескольких ударов подряд за долю секунды. За один эпизод атаки тайпан способен укусить противника 4-6 раз. Каждый укус — полная доза яда. Медоед, столкнувшийся с тайпаном, получает многократное отравление одновременно. В 2019-м австралийский натуралист Кэмерон Трамп снял на видео именно такую сцену в Квинсленде. Тайпан нанес медоеду 5 укусов за 3 секунды. Медоед упал через 8 минут. Трамп вернулся к этому месту через 3 часа. Медоед ушел. Тушу тайпана он нашел в 20 метрах от места схватки. Медоед доел змею и покинул место до возвращения наблюдателя. Множественные укусы меняют только продолжительность восстановления. Один укус кобры — медоед приходит в себя за 30-40 минут. 5 укусов тайпана — восстановление занимает несколько часов. Но финал один и тот же. Единственная змея, которая теоретически могла бы убить медоеда чисто механически, а не ядом — сетчатый питон длиной более 6 метров.
Такой питон душит добычу, сжимая кольца тела с давлением, достаточным, чтобы сломать ребра. Медоед с его рыхлой кожей и широкой грудной клеткой теоретически мог бы выскользнуть из колец, но эта ситуация в дикой природе не задокументирована. Медоед просто не нападает на питонов такого размера. Это единственный случай, когда он оценивает противника и принимает решение не атаковать. Медоед не отступает от добычи, даже когда против него работает численное превосходство. В 2014 в Кении егери зафиксировали случай, когда один медоед вступил в конфликт с группой из 3 варанов нильских, делившими тушу антилопы. Каждый варан весил больше медоеда. Медоед атаковал первого варана, заставил его отступить, затем переключился на второго. Через 12 минут все 3 варана ушли. Медоед ел один. Это поведение биологи называют безусловной территориальной агрессией. Медоед не проводит анализ соотношения сил перед атакой. Его нервная система, судя по всему, просто не генерирует сигнал отступления в ситуациях, которые большинство животных расценивают как безнадежные. Исследования мозга медоеда показали аномально низкую активность миндалевидного тела, структуры, отвечающей за реакцию страха. Не нулевую, но значительно ниже, чем у любого другого изученного млекопитающего сопоставимого размера. В зоопарке Притории в 89-м медоед по имени Стормвойль прославился тем, что за 3 года 7 раз сбегал из вольера. Смотрители усиливали ограждение после каждого побега. Медоед находил новый способ. Он использовал ветки, камни и кормушку как инструменты. Подтаскивал их к стене и карабкался наверх. Когда вольер оснастили электрическим ограждением, Стормвойль получал удары током, но продолжал давить на ограждение, пока не находил участок с недостаточным напряжением. Сотрудники зоопарка описывали это не как инстинктивное поведение, а как целенаправленное решение задачи. Интеллект медоеда неоднократно тестировался в контролируемых условиях. В экспериментах с закрытыми контейнерами с едой медоеды решали задачи, с которыми не справлялись многие приматы в аналогичных тестах. Они использовали палки для достижения предметов вне досягаемости лап, переворачивали контейнеры, чтобы добраться до содержимого снизу, и запоминали решения, применяя их при повторном тесте быстрее, чем в первый раз. Эта комбинация физическая неуязвимость плюс интеллект выше среднего для своего размера делает медоеда исключительно сложным противником для любого хищника. Леопард, который охотится на медоеда, сталкивается не просто с животным, которое трудно убить. Он сталкивается с животным, которое активно ищет уязвимые точки противника и использует их. Задокументированный случай из Танзании в 2008-м. Леопард прижал медоеда к земле и держал его за спину в течение нескольких минут. Медоед не паниковал. Он методично поворачивал голову, пытаясь достать до передней лапы леопарда. Когда это не удалось, он использовал анальные железы. Леопард отпустил. Медоед немедленно развернулся и укусил леопарда за морду. Леопард ушел. Медоед остался на месте. Наблюдение за медоедами в дикой природе показывает еще одну черту. Они не избегают мест, где на них нападали раньше. Большинство животных после неудачного столкновения с хищником меняют маршруты и избегают опасных зон. Медоед возвращается на то же место на следующий день. Биологи интерпретируют это как отсутствие сформированной реакции избегания. Его мозг не записывает болезненный опыт как сигнал, требующий изменения поведения. В 2012-м в Омане медоед несколько недель терроризировал деревню, регулярно проникая в курятники. Жители установили металлические ловушки. Медоед попадал в ловушку, выламывал прутья и уходил. После 4-го такого случая ловушку приварили. Медоед пришел снова, не смог выломать прутья, но раскопал землю под основанием ловушки и ушел через подкоп. Когда основание залили бетоном, медоед просто перестал ходить в эту конкретную ловушку и нашел другой вход в курятник с противоположной стороны. Местные жители в итоге оставили попытки поймать его и начали оставлять еду снаружи курятника. Медоед переключился на нее и перестал ломать ограждение. Это не дрессировка и не приручение, это результат того, что медоед решил задачу наименьшими усилиями, когда более простое решение стало доступным. В 2021 журнал Molecular Biology and Evolution опубликовал исследование, которое впервые собрало все известные данные об устойчивости медоеда к яду в единую картину. Авторы из Копенгагенского университета секвенировали полный геном медоеда и сравнили его с геномами 23 других видов млекопитающих. Результат оказался неожиданным даже для специалистов. Мутация в рецепторе, защищающая от нейротоксинов, была известна. Но геномный анализ показал, что у медоеда изменены не 1, а 9 различных генов, связанных с болевой чувствительностью и реакцией на токсины. Каждое изменение по отдельности незначительно. Все 9 вместе создают систему, аналогов которой среди млекопитающих не существует. Один из этих генов кодирует натриевые каналы в болевых рецепторах кожи. У человека эти каналы активируются при повреждении ткани и передают сигнал боли в мозг. У медоеда канал NAV1. 7. Основной переносчик болевого сигнала.
имеет структурное изменение, которое замедляет его активацию примерно в 4 раза по сравнению с человеческим вариантом. Это означает, что медоед физически чувствует боль медленнее и слабее, чем большинство млекопитающих. Укус змеи, который для человека или собаки немедленно вызывает острую боль и шоковую реакцию, для медоеда отсроченный и приглушенный сигнал. Второй измененный ген связан с воспалительной реакцией. Когда яд попадает в ткани, организм большинства животных запускает массивное воспаление в точке укуса. Это нормальный иммунный ответ, но он же вызывает отек, некроз тканей и системный воспалительный шок. У медоеда воспалительный ответ подавлен на генетическом уровне. Его иммунная система реагирует на яд точечно, без системной воспалительной реакции. Это объясняет, почему у медоеда после укусов практически не образуется некроз тканей, который у человека после укуса той же гадюки может уничтожить значительную часть конечности. Третий элемент системы – печень. Биохимики из Йоханнесбургского университета в 2017-м измерили скорость работы ферментов детоксикации в печени медоеда и сравнили ее с показателями крысы, кошки и мангуста. Фермент CEP3A4, отвечающий за расщепление токсичных соединений, у медоеда работает в 6 раз быстрее, чем у кошки аналогичного веса. Это не просто высокий показатель, это принципиально другой класс метаболической активности. Для сравнения, человеческая печень при отравлении змеиным ядом не справляется с нейтрализацией токсинов вообще. Ее ферменты не приспособлены к этим соединениям. Печень медоеда расщепляет те же токсины, как обычные пищевые вещества, направляя продукты распада в стандартные выделительные пути. Исследование также показало, что устойчивость медоеда к яду не является врожденной в полном смысле слова. Новорожденные медоеды имеют те же генетические мутации, но их физиологические системы еще не достигли взрослого уровня активности. Детеныш медоеда значительно более уязвим к яду, чем взрослая особь. Полная устойчивость формируется к возрасту примерно 1 года, когда ферментативные системы печени и болевые рецепторы достигают зрелости. Это объясняет наблюдение, которое долго оставалось загадкой. Самки медоеда крайне агрессивно защищают детенышей от змей, хотя сами к змеиному яду устойчивы. Они защищают не себя, они защищают детенышей, которые еще не стали неуязвимыми. Параллельно с геномным исследованием группа нейробиологов из Кейптаунского университета изучала поведенческие реакции медоеда с помощью имплантированных датчиков. Датчики фиксировали уровень кортизола, гормона стресса, во время различных ситуаций. При встрече с крупным хищником уровень кортизола у медоеда повышался, но значительно меньше, чем у контрольных животных в аналогичных ситуациях. При получении укуса змеи практически не изменялся. Его эндокринная система буквально не регистрирует укус змеи как стрессовое событие. Совокупность всех этих данных привела исследователей к выводу, который звучит почти невероятно. Медоед эволюционировал не просто как животное, устойчивое к яду, а как животное, специализированное на охоте именно на ядовитых змей. Его биология оптимизирована под этот конкретный тип добычи настолько точно, что случайным результатом это быть не может. Где-то в течение нескольких миллионов лет эволюции ядовитые змеи стали для предков медоеда не угрозой, а пищевой нишей, и его тело перестроилось под эту нишу полностью. Самый жесткий задокументированный случай произошел в 2018-м в Намибии в национальном парке Этоша. Биолог Марина Стрейдом вела плановое наблюдение за популяцией рептилий и случайно зафиксировала на камеру то, что ее коллеги впоследствии назвали самой экстремальной схваткой, когда-либо снятой в дикой природе Африки. Медоед весом около 8 килограммов столкнулся одновременно с 2 змеями – капской коброй и мозамбикской плюющей коброй. Это не редкость в Этоше. 2 вида занимают одну территорию и нередко охотятся в одних и тех же местах. Обе змеи атаковали медоеда одновременно. Плюющая кобра выстрелила ядом в глаза медоеда с расстояния около 1,5 метров. Ее точность при прицельном плевке в глаза противника составляет более 90% на этой дистанции. Яд плюющей кобры, попавший в глаза, вызывает мгновенную временную слепоту и жгучую боль, а без промывания – необратимое повреждение роговицы. Медоед зажмурился и мотнул головой. Затем продолжил атаку. Капская кобра ударила в шею в тот момент, когда медоед был временно ослеплен. Укус пришелся точно. Клык вошел глубоко. Медоед развернулся на звук движения кобры и схватил ее за голову. Все это происходило с нарушенным зрением. Капская кобра была мертва через 40 секунд после укуса. Плющая кобра попыталась уйти. Медоед, еще не восстановив нормальное зрение, двигался на звук шелеста чешуи по траве. Он поймал вторую змею через 2 минуты после того, как расправился с первой. Стрейдом зафиксировала на видео весь эпизод длительностью 8 минут 40 секунд. Через 3 часа она нашла медоеда в 120 метрах от места схватки. Он спал, свернувшись под кустом акации. Обе кобры были съедены
вычислены полностью. Этот случай показал кое-что новое. Ослепление плюющей кобры – защитный механизм, который эффективен против подавляющего большинства хищников. Лев, получивший яд в глаза, немедленно прекращает атаку и пытается протереть морду лапами. Медоед продолжил атаку в состоянии временной слепоты, ориентируясь на слух и обоняние. Его охотничье поведение не зависит от одного сенсорного канала. Но по-настоящему шокирующим в этой истории является не сама схватка. Шокирует то, что произошло с эволюцией змей в регионах, где медоед присутствует постоянно. Зоологи, изучающие популяции капской кобры в Южной Африке, обнаружили статистически значимое различие между змеями из регионов с высокой плотностью медоедов и змеями из регионов, где медоеды редки. Кобры из первой группы в среднем быстрее уходят от контакта с мелкими млекопитающими, не классифицируя их немедленно как легкую добычу. Это не инстинкт, передающийся генетически. Изменение слишком быстрое для генетической адаптации. Это поведенческое обучение, передающееся через наблюдение. Молодые кобры видят, как взрослые особи погибают в схватках с медоедами и формируют реакцию избегания. Медоед меняет поведение популяции змей вокруг себя. Он не просто охотится на змей. Он создает эволюционное давление, которое формирует их поведение на протяжении поколений. Параллельно биологи зафиксировали обратный процесс у самих медоедов в регионах с высокой концентрацией тайпанов в Австралии. Местные медоеды атакуют тайпанов с другой тактикой, чем медоеды в Африке атакуют кобр. Они двигаются быстрее, наносят укус с первой попытки без предварительных обманных движений и немедленно отступают после укуса вместо того, чтобы удерживать змею. Это региональная поведенческая адаптация под конкретный вид противника. Два разных континента, два разных вида самых опасных змей, два разных тактических решения одного и того же животного. Медоед не просто выжил в среде, где все должно было его убить. Он стал активной силой, формирующей эволюцию этой среды вокруг себя. Итак, вернемся к вопросу, с которого все началось. Какое животное побеждает самую ядовитую змею в мире? И как именно оно это делает? Ответ не в одном механизме. Ответ в том, что медоед собрал в одном теле 9 независимых адаптаций, каждая из которых усиливает остальные. Кожа не дает клыкам достать до сосудов. Мутация рецептора не дает нейротоксину заблокировать нервную систему. Ускоренный метаболизм печени нейтрализует то, что все же попало в кровь. Подавленная болевая чувствительность не позволяет шоку остановить атаку. Сниженная воспалительная реакция предотвращает некроз тканей. Аномально низкая активность центров страха в мозге исключает паническое бегство. Способность ориентироваться по слуху и обонянию компенсирует временную потерю зрения. Региональная поведенческая адаптация подстраивает тактику под конкретного противника. И, наконец, интеллект, достаточный для решения нестандартных задач прямо в ходе схватки. Ни одно другое животное на планете не имеет всех 9 этих адаптаций одновременно. Тайпан, чей яд убивает человека за 20 минут, встречает медоеда и проигрывает не потому, что медоед сильнее или быстрее. Тайпан проигрывает потому, что его единственное оружие, яд, против медоеда не работает. Это все равно, что стрелять бронебойными снарядами по цели, у которой нет той брони, которую эти снаряды пробивают. Яд Тайпана оптимизирован под стандартную нервную систему млекопитающего. У медоеда нестандартная нервная система. Эволюционное оружие змеи просто не имеет цели. В 2023-м фармацевтическая компания из Сан-Франциско объявила о начале клинических испытаний синтетического пептида, созданного на основе структуры измененного рецептора медоеда. Препарат предназначен для введения людям, укушенным нейротоксичными змеями, в качестве временной защиты до введения антидота. В лабораторных тестах на клеточных культурах пептид блокировал действие яда кобры, мамбы и тайпана в 100% случаев. Вот вам и медоед, который не боится даже яда. Если вам интересны такие необычные истории и статьи о природе, загляните на наш сайт whiteori.com. Там много интересного, ссылка в описании. Испытания на животных показали снижение летальности от укуса тайпана с 98% до 7% без использования традиционного антидота. Если препарат пройдет клинические испытания, ежегодно в мире будет умирать на 100 тысяч человек меньше. Именно столько людей гибнет от укусов змей каждый год по всему миру, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Источник этого препарата – 4-килограммовый зверь, которого большинство людей никогда не видели живым. Медоед существует на планете около 20 миллионов лет. За это время сменились целые эпохи, вымерли тысячи видов, континенты сдвинулись на сотни километров. Медоед остался. Он пережил все это не потому, что был самым большим или самым быстрым. Он пережил потому, что стал животным, которое невозможно убить теми методами, которыми природа убивает всех остальных. Самая ядовитая змея в мире встречает медоеда и проигрывает. Не иногда. Всегда.